Но свобода дороже. Вот, мужа забрали. У Тихановского там типа 300 тысяч за диваном нашли, а у нас вот наши 500 евро нашли на тумбочке. Его подставили и посадили на 6 лет. Много есть, которые согласны с этой властью, но есть много людей, которые не согласны. У них очень сильная армия, подготовленная, сильная армия с оружием. Было очень страшно, я не знала, вернутся ли мои дети со школы домой, потому что в центре Минска была охота на людей. Вот очень страшно было, и я тоже не знала. По четвергам обычно приходят обыски под утро, то есть очень было страшно в четверг ложиться спать. Тихановская. Тихановская приятная женщина, да, но она старается, делает все, что в ее силах. Что он ошибался, что надо любить Лукашенко, что он за власть. Он сам-то за решеткой. И Да. оттуда тоже надо любить Лукашенко. Да. Даша, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, твою историю. Даша путешественница, человек, который убежал из лап белорусского диктатора и Это так было? Нет, чтобы... Ты меня поправь, если я что-то не так говорю, чтобы... Я хочу тебя как-то представить, чтобы было это наиболее точно и ярко. Окей. От режима, да, действительно, я бежала в 2020 году. Буквально успела в окошко до закрытия границ. 20 декабря 2020 года я посадила 2 детей в машину, одну из собак, и уехала из Беларуси. Я тогда думала, что мы уедем на 3 месяца и вернемся, но, как оказалось, мы уехали навсегда. Оставив То есть всё. ты одна и сколько детей? 2 детей и 1 из собак. И 1 собака. Да. Ты чем занималась в твоей стране? В Беларуси у меня был дом, ферма, хозяйство, животные, питомник собак, у меня был муж, у меня было все, вся моя жизнь там была. Вот. Но свобода дороже. Вот. Мужа забрали. И Подожди, муж чем занимался? муж был тренером, детским тренером по дзюдо. Вот. Но он тоже активно участвовал в протестах, как и я. И да, там была провокация со стороны ГУБОП. Его подставили и посадили на 6 лет. Колонии усиленного режима. То есть он сейчас сидит в белорусской зоне? Да. По политическим убеждениям? Да. И ты решила оставить эту страну? И какие вообще были планы? Просто я хочу, знаешь, понять, что движет человеком настолько, чтобы уехать из своей страны, тем более с детьми, оставить мужа. Страх и желание жить, наверное, и быть на свободе. Потому что за мной следили, у нас был обыск, у меня изъяли всю мою технику, я не могла работать. Меня вызывали на допросы к следователю. Было очень страшно, я не знала, вернутся ли мои дети со школы домой, потому что в центре Минска была охота на людей. Вот очень страшно было, и я тоже не знала. По четвергам обычно приходят обыски под утро, то есть очень было страшно в четверг ложиться спать. И после обыска я целый месяц не могла в нашу спальню зайти, потому что 2 амбала в обуви перевернули всю спальню, все перевернули. А что искали-то? Не спрашивают? Может быть, я помогу. Что вам нужно? Они искали технику, все носители информации изъяли, деньги какие нашли, забрали. Просто деньги забрали? Нет, они описали, там где-то 500 евро лежало на тумбочке, они их забрали, но больше я их не видела. Как доказательство, знаешь, да? Да, как будто бы... Мастер и Маргарита. Да, знаешь, у Тихановского там типа 300 тысяч за диваном нашли, а у нас наши 500 евро нашли на тумбочке, забрали. А ты с Тихановскими знакома? Со Светланой встречалась в Вильнюсе, просто на акциях. Что она за человек? Спокойная, приятная женщина. Ты как думаешь вообще, если мы говорим про политику, жены активистов политических могут возглавить, то есть они могут подхватить движение, жены именно? Это все от личности зависит. Если личность сильная и с убеждениями, то она может, да. Ты знаешь, как правило, в семье нет одинаково 2 лидеров.
правильно? В семье один лидер, один ведущий, другой ведомый. Вот. И если один, скажем, политический лидер, у него есть жена, как правило, она ведомая. Понимаешь? И она может... Я вообще хочу тебя спросить, вот твое мнение, там, например, про Юлию Навальную, например. Ну, как ты думаешь, она может также подхватить это движение этих людей, их последователей, и также вести, как ее... Какой сложный вопрос. Я вообще как бы с Юлей не знакома и не знаю, Ну насколько хорошо, она про сильная Тихановскую. личность. Давай Тихановскую. Тихановская. Тихановская приятная женщина, да. Ну, но она старается, делает все, что в ее силах. Вот, конечно, может быть, она не лидер, но она что-то делает, хоть кто-то что-то делает в пользу белорусов. Вот недавно она была в США, тоже рассказывала про репрессии в Беларуси. А почему бы тебе, вот если ты все-таки ну, не можешь, даже не хочешь, а не можешь оставаться в стороне от того, что происходит в твоей стране, почему бы тебе там, не объединиться с какими-то... Ну, просто я тебя спрашиваю, ты, может быть, это делаешь? Мы в 2021 году, да, объединялись с белорусами. У нас очень хорошая диаспора белорусская в Вильнюсе. Мы постоянно выходили там, с плакатами, с флагами к белорусскому посольству в Вильнюсе. Но мы ничего не можем изменить вот этим вот. Да, мы есть, а что дальше? Мы ничего не можем изменить. Ну, мы походили, да, но в итоге мы остались ни с чем, как и были. Просто против людей, которые выходят, допустим, на День воли, в Беларуси заводятся новые дела, изымают их имущество, приходят как к родственникам. Людей умудряются запугать даже тех, которые уехали. Ты знаешь, вот в Испании, вот, где мы сейчас находимся, много, вот после начала войны приехало много людей из Украины. И они, я часто слышу обвинения в адрес россиян, что почему вы сидите дома, почему вы в России не выходите там, на улицы. Все. Как ты думаешь, можно что-то изменить? Вот простые белорусы могут что-то изменить? Мы пытались мирным протестом, это не сработало. Так. Мы провалили свой мирный протест. Они были вооружены и не стремались убивать, насиловать и сажать в тюрьмы на многие годы людей, которые, в общем-то, ничего не делали. Женщин и детей в том числе. А мы безоружные. То есть, возможно, только восстание вооруженное. Но и то Лукашенко объединен с Путиным, и у них очень сильная армия, подготовленная, сильная армия с оружием. И ответ какой тогда? Может ли простой народ во времена вот этого террора, этой диктатуры что-то изменить? Я хочу ответить людям на обвинения. Почему вы ничего не делаете? Конечно, очень много есть, которые согласны с этой властью, но есть много людей, которые не согласны. То, что происходит в России и в Беларуси. Те, кто не согласен. Мирный, да, лучше, конечно, не поддерживать режим и уезжать из страны. Это единственное лучшее, что мы можем сделать. Не поддерживать режим. И говорить, не молчать. Вот и все. Многие запуганы. Они боятся открыть рот. А мне уже терять нечего, у меня все забрали. А вот расскажи, кстати, что произошло с твоим имуществом? У тебя же был дом там, да. Что произошло? Был дом, но на меня написали донос добрые люди. Кто это добрые люди? Давай Это назовем бывшая их. свекровь. Свекрови Да, они такие. да, и муж, его убедили, видимо, в тюрьме, видимо, свекровь, что он ошибался, что надо любить Лукашенко, что он за Он власть. сам-то за решеткой. И Да. оттуда тоже надо любить Лукашенко. Да, и да, он со мной развелся, он написал в заявлении, что он не может больше иметь отношения с врагом белорусского народа, что я участвовала в протестах, что я общаюсь с Тихановской, что я такая-сякая, и со мной надо развестись и забрать, естественно, мой дом. Так подожди, его в чем обвинили? Потому что он был связан с тобой или он Нет, сам? он сам участвовал в протестах достаточно активно. Если я мирно выходила там с зонтиками, может, слышал там девушки с красно-белыми зонтиками, вот, то он как-то пытался партизанить и попал на провокацию. А ты думаешь, вот это все искренне, вот то, что он с тобой
решил развестись и написал против тебя там что-то, ты думаешь, это искренне? Потому что по аналогии вот с человеком, которого, значит, вот из Next, да, посадили в самолет, и он потом в камеру говорил признание. Ты думаешь, вот это не одно и то же с твоим мужем? Я думаю, все-таки, если бы не было вопроса дома, то он бы и не написал такого. Вот. А так как он может завладеть домом, то почему бы и нет? Я могу тебе почитать этот донос, он вот такой вот длинный, вот, и там, в общем-то, все. Она собрала все, что нашла на меня в соцсетях, в СМИ, что было, все мои фотографии, где я участвовала в протестах. Там, я думаю, на несколько лет мои отсидки есть этого Это все доноса. произошло после того, как ты После уехала того, из как я уехала, Беларуси? да, и, в общем-то, дом остался, и что бы его не забрать. А что ты думаешь про призывы значит, властей Беларуси, обращение к людям, к иммигрантам? Мгм. Они, вот белорусские власти сейчас говорят, что вы всегда будете там мыть полы, Мгм. вы в Европе никому не нужны, вы всегда будете мыть полы, а к нам возвращайтесь обратно, ну, отсидите 15 дней, там, 15 суток отсидите за ваше там какое-то мелкое правонарушение, и будете уже людьми жить достойно. Ну, это пропаганда, во-первых. Я не знаю, чтобы кто-то там мыл полы. Может быть, поначалу, чтобы прокормиться, может, там пару месяцев. Но потом люди все нашли. Вот, и финансирование, и нормальные работы приличные. Кто в офисе, кто дизайнер, кто что делает. Вот. А по поводу «возвращайтесь 15 суток», то я знаю многих людей, которым давали год химии домашней за один протест. Вот одно фото с протеста, все, год домашней химии. Два протеста, 2 года домашней химии. Там уже не сутками пахнет, там уголовочка. Там не 15 суток, а 15 лет может раскрутиться. Ну да, если ты там еще писал посты красивые в соцсетях, Мгм. вот, про протесты и про призывы к выходу на протест, то это уже, да, тоже годами может исчисляться. Но вот ты себя вообще как видишь? Ты вот, естественно, ты не собираешься возвращаться. Ты здесь, вот, давай представим тебя через 3 года. Ты какой себя видишь? Чувствую себя на собеседовании. Я мечтаю переехать жить в Португалию. Я мечтаю, что у меня будет свой дом где-нибудь на берегу моря. Я буду делать йогу, я буду смотреть закат, я буду пить вкусный чай, у меня будут друзья, которые ко мне будут приходить, я буду много путешествовать. У меня будет красиво обставленная студия. Может быть, даже котик будет. И моя собачка. А детям нравится? Что вообще, что думают обо всем этом твои дети? Детям, конечно, был большой стресс. Бросить все, всю свою жизнь, учебу, друзей, взять по сумке вещей, положить туда все самое необходимое и уехать навсегда. Это был большой стресс, да, конечно, они очень переживали и стрессовали. Но теперь они обзавелись новыми друзьями. Дочка вообще замуж вышла, и они уже не хотят уезжать из Литвы, из Вильнюса. Вот, поэтому они хотят, наверное, остаться там. А я хочу в Португалию, я хочу путешествовать. У меня свои мечты. Но они уже выросли, они Ну, уже... это взрослые. Я думаю, они маленькие. А раз замуж ты вышла, своя Сейчас семья. дочери, да, будет 19 в следующем месяце, а сыну 17. Вот, и они уже должны жить своей жизнью, а я своей. Это правильно. Вот слушай, как это правильно, когда мама так считает? Потому что очень часто мамы живут жизнью своих детей, а детям просто не дают жить своей жизнью. И вот это все, в общем, где-то на страданиях это настолько перемешивается, и потом такие проблемы всю оставшуюся жизнь у обоих частей, обоих сторон. Ну, возможно. Я хорошая мать, но не все так считают. Некоторые считают, что я мать-распиздяй. Да. Но я смотрела недавно, Google фото предложили мне показать фото 7-летней давности. Я посмотрела на себя, и я удивилась. Я была гораздо старше, чем сейчас выглядела. Мне было тогда 35, и я выглядела на все 45, наверное. Очень потухший взгляд, такие глаза опущенные. Вот. Ну и, не знаю, я не светилась. Сейчас я смотрю на себя, и я свечусь. Я люблю себя, я путешествую, я делаю только то, что мне нравится. Я забочусь о себе. Я делаю йогу, я пою, я танцую.
И я счастлива, Путешествуешь. да, путешествую. и А смотрю на вот другие. расскажи, где ты была? Вот последние, может быть, недели, месяцы. Вот расскажи, как вот путешествовать. Раскручивать, да, клубочек. А, так, вчера я проснулась в Лиссабоне. Позавчера я проснулась в Вила-де-Конта. Вила-де-Конте — это на севере Португалии, на пути Сантьяго, там красивые виды вдоль моря. До этого я 2 недели путешествовала по Мадейре. Вот, было Понравилось? очень классно. Мне повезло. Я встретила человека на мотобайке, который меня возил вот так вот вдоль и поперек, показал все самые лучшие места. Я хайкила, я даже спала в палатке 3 дня на берегу моря. Круто. Вот, я смотрела на звезды из палатки, там пролетала большая белая сова надо мной. Вот. С утра я бегала голышом плавать в море, пока никого нет. В море или океане? В океане, конечно. Я когда в Португалии был, тоже, конечно, океан с морем вообще не сравнится. Я до посещения Португалии, я думал, что, ну, океан — это такое же море, просто большое, больше. А вообще нет. Вот другая энергетика вообще. Вот я всем советую, вот, когда здесь Средиземное море, оно все-таки относительно спокойное. И когда вот это все в сравнении же, и когда я приехал в Португалию и увидел океан, он такой просто, он спокойный такой был, да, но он такой могучий, да, такой, знаешь, такая энергия, он просто так движется, что даже особенно желания там купаться не очень много. Ну, на севере Португалии вообще опасно даже подходить иногда к океану, потому что может забрать там такие огромные волны. И они делают отдельные бассейны на берегу, где можно плавать. Вот. На Мадейре есть спокойные места, там такой хвост дракона, и возле этого хвоста дракона есть песчаный пляж, один из немногих песчаных пляжей, и там свободно можно плавать. Я даже плавала на сабборде по гротам. Ну вот там хвост дракона идет, такой самая старая точка Мадейры, и по воде там гроты очень красивые. Неимоверно красивое место, всем советую побывать там. Ты художник или чем-то у тебя связана твоя деятельность? Нет, я вообще в IT работаю, я тестировщик. Тестировщик? Мгм. Вот слушай, мне часто говорят, что только тестировщик. И мне почему-то казалось, что тестировщик — это вот мне пиво наливают разные сорта, и я их пробую. Не так? Хорошая ассоциация, мне нравится, да. Вообще тестировщики, да, разные. Вот я сегодня тестировала ботинки, в которых я пойду завтра в поход. Так это за это еще деньги платят? Не, я для себя тестировала, потому что это не мои ботинки. А я тестирую программное обеспечение, то есть веб-приложения, сайты, Ага. прежде чем их... Юзабилити, вот это вот все. Юзабилити, функциональность, производительность, чтобы соответствовало требованиям, прежде чем отдать конечному заказчику. Потому что, хочется иметь, заказчику хочется иметь хорошую историю. Не хочется, чтобы приложение было сырым. Мгм. Хочется, чтобы работало. На самом деле, да, много очень сайтов. Вот в Испании я захожу и просто думаю, это же ужасно. Вот как Государственный, наверное. Да, государственный. Кто вот вроде бы государственный сайт, у них как бы бюджет неограниченный, да, можно сделать Возможно, очень у них хорошо. нет бюджета на тестировщиков. Возможно, у них нет процессов поставленных по тестированию. То есть желания вообще никакого нет, чтобы люди дошли до какого-то там результата. Возможно, да? там нету бизнес-аналитиков, там нет вообще, дизайнеров. это Возможно, ужасно. там Можно просто все прям пишет на вывернуть от коленках сайта один снизу. студент, да, который не в курсе, как вообще, что такое юзабилити, допустим. Вот. Надо мне это разослать резюме в испанские компании, сказать, я вас научу, я буду тестировать. Тебе понравилась Мадейра, Испания тебе на втором месте? После Португалии, Португалия. наверное, да. В Испании хорошо, но в Португалии прекрасно. Ну, принимается, хорошо. Окей. На втором месте. А где еще была? До Португалии я путешествовала по Марокко 2 недели. Так, Марокко на каком месте? Ой, оно совершенно другое. То есть, страной для жизни я бы не выбрала, но страной для путешествий, да, вполне. Я бы еще раз съездила, посмотрела места, в которых я еще не бывала. Я колесила по Марокко 2 недели, я была поражена его непохожестью на Европу, его традициями другими,
людьми другими. Слушай, как, вот, подожди, историей. как ты, молодая девушка, как одна, я не понимаю, путешествует? Вот объясни мне, пожалуйста. Я тоже боялась, ну, конкретно про Марокко, если Ну говорить, да. да. Ну вот как? Да, Туда я... приезжаешь, и что? Мгм. Там вот темнокожие люди в челмах смотрят на тебя в упор и глазами раздевают. Ну, не Ты все как? так плохо. Нет? Не все Я так просто, плохо. честно сказать, не был в Марокко, поэтому мне почему-то так видится. Меня вообще пугали, что там грабят, убивают. И Да, когда я это слышал, да. я приехала В в рабство Марракеш. сдадут. Да, я наслышана. Да. Я очень боялась, когда я приехала в Марракеш и оказалась прямо в Медине посреди вот этого вот всего. То есть вокруг меня были торгаши, там, заклинатели змей, барабанщики, танцовщики, рисовальщицы хной. Продавцы постоянно зазывали куда-то. Вот, ну, то есть я, как европейский человек, я была не готова к такому обилию общения. То есть меня постоянно Так они что-то все хотели сообщались с продать. тобой? Хотели? Конечно, они очень любят деньги, а мы для них скорее Как как удивительно. кошелек Любят с ножками А, европейцы. ну, Вот, и понятно. поэтому, да, вот, ну, за минуту меня могли, наверное, 10-15 раз кто-то окликнуть: «Эй, привет, там, давай что покажу», да, вот в таком роде. А Марокко очень интересное. Я бы еще туда съездила. А где ты там ночевала, где ты там смотрела, что? Я брала хостелы, то есть я по минималочкам. Вот. Хостел там вообще копейки стоят. В самом Марракеше можно за 10 евро снять хостел. В городах поменьше за 5-6 евро хостел, еще и завтрак тебе будет. Там кофе с булочкой точно тебе дадут. И хостелы чем хороши, что там можно встретить других путешественников, таких же, как я, объединиться в группы и куда-то еще поехать. Вот, что-то посмотреть, что-то поделать. Вообще я планировала в Марокко полететь. Я нашла на Фейсбуке человека, который тоже хотел поехать. Мы договорились, мы созвонились. Я купила билеты под его даты, но он соскочил. Вот. И я, долго сомневалась. Думала, ладно, может быть, я не полечу. Купила уже другой билет из Испании, но Ryanair отменил этот билет, и я подумала, наверное, Вселенная все-таки хочет, чтобы я поехала в это Марокко. Окей, я поеду в Марокко. Вот. Я позвала друга из Португалии, и он на 1 неделю приехал, и мы сняли машину в прокат, и мы неделю колесили еще по центральному Марокко, вот в сторону Алжира. Мы съездили на дюны в Мерзугу, вот в пустыню Сахара. Было очень классно. Я видела такие места, которые, ну, не каждый турист заезжает. То есть мы случайно заехали в город, мы думали, там какой-то город-призрак, а там люди живут. И ни одного туриста. Среди пустыни? Да, среди пустыни. И они там все на нас смотрят, за нами бегут дети. Вот. И мы такие, да, я такая, Петра, скорее уезжаем, опасно, опасно, страшно, поехали отсюда. Но вы не ночевали в самой этой пустыне? Мы ночевали, да, там есть отели такие палаточные, очень классные, можно гулять по дюнам. Я встречала закат и рассвет на дюнах. Красиво, наверное. Танцевала, да, там. Ну, там для туристов все сделано, то есть они жгут костры, они играют барабаны, можно танчить под барабаны вокруг костра под луной, представляешь, да, там можно кататься на верблюдах по этим дюнам, на джипах, очень классно. Так, это у нас уже 3 страны с тех пор, как ты уехала из Беларуси. О боже, мне все раскручивать, я даже не вспомню, я сколько стран посетила. Много было еще? Конечно, это последний месяц, я Это просто последний рассказываю. Месяц. Всего сколько? 4 года, да, получается? Ты в 2020 году уехала? Я живу в Литве с 20-го, с декабря, ну где-то 3,5 года. Ну дальше Литву, если надо посчитать. Но я путешествовать начала, наверное, с начала войны. Я впала в такой ступор, мне было очень безумно страшно, будто вот сейчас начнется Третья мировая, и закончится все наше, вот весь этот мир. А я мира не посмотрела, и надо поездить, посмотреть на мир. И я купила билет, мне как раз вот 40 лет исполнилось, и в этот же день я улетела путешествовать. Я побывала во всех странах Евросоюза, кроме там парочки маленьких. Еще несколько заехала вот Средней Азии, это Грузия, Турция, Марокко. Какие у тебя документы? У тебя паспорт белорусский? Нет, у меня российский паспорт, белорусский, у меня ПМЖ, и у меня ПМЖ в Литве. Но все-таки с литовским ПМЖ как бы полегче жизнь. Да, конечно, у меня все права гражданина Евросоюза, я могу свободно перемещаться по Евросоюзу, и
ну, жить до полугода внутри Евросоюза в других странах. А работа как бы у тебя открыл Удалённая, компьютер, да. и, в общем-то... Да. Ну, это, конечно, идеально для путешественника. Мгм. Вот когда людям нравится путешествовать, Мгм. конечно, посмотреть мир здорово. А на какие-то другие континенты, там, Бразилия какая-нибудь или Азия? Смотрю, облизываюсь, пускаю слюни, мечтаю, наверное, в Азии перезимовать. Ага, Но пока это еще, наверное, в планах и мечтах. Может быть. Надо только работу найти. обязательно найдешь. Спасибо. Как ее надо искать, скажи? Ну, я в LinkedIn ищу. Мы твой этот Инстаграм сделаем внизу. Спасибо. Вот ты путешествовала, и ты же вот эти все места, где ты останавливалась, ты находила же ну, на каких-то сайтах. Чем ты пользовалась? По-разному. Когда хостелы, то есть когда каучсерфинг не работает в некоторых местах, кстати, вот в Андалузии так себе каучсерфинг работал. Вот ты Я в расскажи, хостелах. коучсерфинг. Каучсерфинг, так. Да. Где ты это... Я Это открываю... есть приложение. Это он так называется, Да, приложение? я могу показать, но навряд ли это увидят зрители. Ну, что-то просто. Вот, окей. Где ты можешь зарегистрироваться, платить абонентскую плату, там она небольшая, 20 евро в год, и создать свой профайл, создать трип путешествия, куда ты собрался, описать, куда ты и зачем ты едешь, твои увлечения и чем ты можешь быть полезен обществу. И другой человек, хост, допустим, с этого места, может тебе написать: да, вот, мне интересно, я могу там тебя захостить на 1-2 дня. Ну, вот, Приезжай, например, пожалуйста. давай это как пример возьмем. Я бы хотел полететь там в Сан-Паулу, да, на неделю. Мгм. Вот, что я регистрируюсь на этом сайте, и на том конце жгучая бразилянка мне говорит: давай сюда. И, Кстати, в Бразилии, да, они более дружелюбные. Я как-то случайно перепутала порто и на американское порто настроила трип, и мне сразу все решили захостить. ну, подожди, ну, Вот. я ей должен платить чем-то? Или там, Нет, кто нет, мне это принимает? абсолютно бесплатно, то есть вы Они не что с меня платите. будут... Вы можете договориться, то есть у человека есть правила дома, там, ну, не знаю, Колоть дрова мне надо будет? может быть, я не знаю. Ну, у человека есть какие-то правила, и ты должен согласиться на эти Какие правила? правила, да. Ну, Мгм. не знаю, там, еду купить, например. Танцевать ей что-нибудь? Не, ну настолько Как- нет, такого не было. У меня правила Вот. такие, извини. Ну, там, не знаю, не свинячить, например, за собой Ну убирать. слушай, ну это Вот. элементарная Ну, не вещь. все такое соблюдают. Вот. То есть, если ты нормально относишься к жилищу, там Ну, стираешь за собой, убираешь, да, за да, тебя и деньги не возьмут с тебя. не возьмут. Но выгоды все равно я не понимаю, А какая у ты им. можешь потом, ну, во-первых, То есть, это если они меня пригласили, потом я их приглашаю к ты себе. можешь, но это не обязательно. Не Вы, обязательно. конечно, можете подружиться, и ты потом позовешь. У меня есть такие друзья, которые ко мне потом в Вильнюс приезжали. Вот, но это не обязательно. Это обмен, культурный обмен. Ты приносишь свою культуру, свои обычаи. Ты можешь приготовить свою еду и угостить хозяина своей едой. Он может приготовить тебе свою еду. Вы можете поговорить, может быть, у вас будут интересные темы для разговора. Многие люди просто, ну, им скучно, они сидят одни в своей большой квартире и не знают, с кем поговорить. А тут вот путешественник с другой страны пришел и рассказывает интересные истории, где был, Фантастически, что что-то вот ты видел. говоришь. Ну вот, Неужели вы где-то сейчас. сидит там в Барселоне человек, у которого, как говоришь, большая квартира, ну, не знаю, что делать мне. Кого же мне Хорошо. пригласить бесплатно У себе? кого на участке мы сидим? И что? У А ты с твоего ним как товарища. познакомился, кстати? Вот. Это По не коучсерфингу? это Facebook. Я нашла группу в Фейсбуке, где можно тоже договориться о путешествиях. Я рассказала о себе. И вот мне Артем написал: приезжай, я тебя захочу, покажу горы. Походим по горам. Я такая: окей, я приехала, вот я Ну, ты здесь. просто, когда будешь уезжать, он тебе список Надеюсь, скажет, нет. вот счет. Я надеюсь, не предъявит. Нет, Он это знает, что я безработная это сейчас. шок, конечно. По серфингу вы Интересно, договариваетесь, вы обсуждаете, что интересно тебе. Допустим, я пишу: я Даша, я делаю йогу, я люблю хайкинг, я играю в настольные игры, я езжу на велосипеде, но я там не люблю ночные дискотеки, извините, это не ко мне. Вот. То есть я вот так себя позиционирую, я могу поговорить на разные темы. А Вот. какие языки знаешь, какие? В основном это русский, английский, немножко литовский. Ну, на английский уровне. знаешь. Да, Ну, это важно, наверное, B2, конечно. да, это очень помогает. Испанский пытаюсь. Очень много испаноязычных, особенно когда путешествуешь по Испании. Они плохо понимают по-английски. Приходится уже на пальцах объясняться или Google Translate. А
А что тебе? Ты португальский уж тогда учи. Учу. Если тебе У меня на первом Duolingo. месяце... Я где нахожусь, я переключаюсь на тот язык, где я нахожусь. Вот сейчас я переключилась с португальского на испанский обратно, буду учить испанский, приеду в Португалию, буду учить португальский. Вот так вот у меня теперь каша в голове из языков. Но всегда можно на пальцах объясниться. То есть твои планы такие, я понял. Путешествовать по миру по возможности, да, ну, какие будут материальные возможности, но все-таки оседать ты хочешь вот на побережье Мадейры. О, хотеть-то не Идеально, да? вредно, да, но кто мне денег даст? Вы мне дадите денег? Не, ну почему? Ты мне, например, открыла сейчас вот такие вещи, которые я даже не мог представить, что можно поехать куда-то, и тебя бесплатно, скажем, разместят. Блин, Я это тоже не мог представить. Для меня также это, может быть, и Вселенная тебе даст такую возможность, если ты очень хочешь, жить на Мадейре, возможно. на побережье и встречать закаты, ну да. провожать. Если меня что-то забрали, то, может быть, что-то вернется в Конечно. другом виде, в другом месте. Конечно. Да. Это у тебя недвижимость в Минске забрали для того, чтобы освободить место в твоей жизни для недвижимости на Да, я Мадейре. тоже так чувствую. Ну, не знаю про Мадейру, но у меня есть список виш-лист. Вот. Я Ты его вычеркиваешь веду. оттуда. Да, выполнила, купила, Да-да-да. осуществила, Да-да-да, у меня побывала. были планы, да, Мадейра была в планах, Марокко был в планах. Да, сейчас есть глобальные планы, да, жить в Португалии на берегу моря. Есть маленькие там хотелки, хочу фитнес-браслет, который я потеряла где-то. Вот. То есть от маленьких до великих у меня там хотелки. Байки из каучсерфинга — это отдельная тема. Ну-ка, да. Потому что, ну, как бы ты приезжаешь в гости к человеку, и человек может быть Разный. разный. Я подозревал, что Есть. бесплатно тебя приглашают люди не совсем обычные. Не, есть хорошие, очень много Не, хороших. я не говорю хорошие и плохие, я Ага. просто говорю разные. Есть истории просто интересные. Но вот в Португалии есть хост с 7 котами. 7 котов, они живут в квартире, они не выходят из квартиры, естественно, писают, какают они тоже в квартире. И не все воспитаны хорошо. Не в лоток? Кто-то в лоток, кто-то мимо, кто-то может даже на стол. Вот, но когда я приехала, да, диван попахивал, где я останавливалась. Ну, каучсерфинг, поиск дивана, вот. И я нашла диван, но он попахивал кошечками. Пока диван от кошек свободный, может человек там остановиться. Ну, на мне еще 3 котика спало, очень хорошие котики. Вот. Надо же, понимаешь, надо, чтобы вся полная информация. А то ты говоришь, сидит, я не знаю, в Сан-Паулу девушка, молодая, красивая, одинокая, в огромной квартире, и вот ждет. Всегда найдется диван, на который тебя положат, и он окажется вонючий, условно, да? Ну, по статистике хостят больше путешественниц, одиноких путешественниц, потому что мы классные. А одного парня, ну, как бы захостить немножко страшно. Что можно от парня ожидать? Он может быть агрессивным, допустим, когда выпьет. Да. Вот, а девушка не может быть агрессивной? Вот, может быть, но да, но у меня больше шансов. Допустим, если с кем-то, с другой даже девушкой, гораздо сложнее найти вписку, потому что нас двое. И уже сложнее там найти там двойной матрас или 2 матраса. Вот. Но когда я одна, и у меня там 53 хороших отзыва обо мне, то есть у каждого человека есть профайл, и о нем можно написать отзыв. Вот, у меня ни одного плохого, я очень хороший человек. И про меня реально люди читают отзывы и понимают, о, она классная, ее можно захостить, ей можно доверять. Вот. И мне реально доверяют, меня оставляют в квартире, я присматриваю там, допустим, за котиком. Вот. Или, ну, мне реально люди доверяют, и очень классно. Меня как-то, знаешь, приглашали на ту сторону океана, перегоняли яхту. Угу. И с какого-то места на какое-то там около месяца надо было, ну, не то, что надо было, просто приглашали вот поплавать, там просто она перегонялась. Ага. А меня можно туда? Вот. Я бы с удовольствием. Наверное, ну, я не знаю. Окей. В общем, это прошло несколько лет назад. Но дело в том, что мне очень плохо, я переношу все эти качки, и для меня это не то, что какое-то приключение, это был бы для меня трэш. Не то, что вот я бы, там, ты бы поехал за бесплатно, это кайф, а мне просто за деньги этого не нужно. Поэтому я отказался. Ну, у каждого свои приоритеты. Даш, спасибо тебе большое за разговор, за твой рассказ. Пусть у тебя все будет хорошо. Спасибо.